Привет! А ты знал, что нельзя сломать спагетти на две части, можно только на большее количество? Хочешь попробовать? Конечно, хочу. Так, я взял макаронину и просто ломать? Да. Ну, ладно, не повезло. Еще одну? Да, я попробовал бы. Да нет, кусочек постоянно отлетает. Последняя попытка? Нет. Все, хватит переводить продукты. Давай лучше их приготовим. Друзья, всем привет! И вы снова на канале Epicure Kitchen. У меня сегодня для вас супер рецепт. Если у вас дома завалялся какой-то небольшой кусочек фарша и есть макароны, то он именно для вас. Но перед началом видео прошу вас поставить лайк, подписаться на канал. И, кстати, небольшой конкурс. Самый залайканный рецепт из предложенных вами в комментариях я буду готовить в следующий раз. Желаю вам приятного просмотра. Поехали! Итак, блюдо будет состоять из двух основных частей – соус и мясо. Чтобы приготовить соус, мы будем использовать достаточно много помидоров и все, что с ними связано – томатная паста, сок. Ну и прежде всего, позаботимся о наших помидорах. Сразу сделаем на них небольшие надрезы и полностью их зальем кипятком, для того, чтобы снять кожицу. Перейдем к нарезанию овощей. Из овощей нам понадобится морковка. Очень важно нарезать ее мелко, максимально, как это только возможно. Делаем упор и наслаиваем. Затем еще раз вдоль. И на маленькие кубики. Мелко-мелко. Ну и как нарезали морковь, слейте воду с помидор, чтобы они до конца не сварились. Но как вы можете видеть, шкурка уже совершенно легко снимается. Перейдем к сельдерею. Сельдерей нужно взять несколько веточек. Выберем верхнюю часть, она нам тоже понадобится. Отрежем ненужное и мелко вдоль наслоим. Проделаем то же самое с каждой веточкой. Тем, кто не любит сельдерей, мой совет – не бойтесь использовать его в этом блюде, потому что здесь в соусе он разойдется, даст просто насыщенность этому соусу, но никак не будет попадаться. И то есть вкус его, он вам никак не помешает насладиться готовым блюдом. Теперь берем получившиеся полосочки и также мелко кубиком. Что до тех листиков? Нам нужно их не супер много, возьмите несколько и мелко покрошите. И отложите его в отдельную тарелочку, он нам понадобится чуть позже. И ранее почищенные томаты также нарежем на кубики. Также отрезаем ненужные части. Сразу можно также порезать базилик. Возьмем несколько листиков. Я использую свежий, можно, кстати, использовать сушеный, не проблема. Свернем его в трубочку и мелко нарежем. Отправим к сельдерею, потому что добавлять мы их будем вместе. Ну и под конец нам осталось нарезать только лук и чеснок. Также мелко, сначала вдоль и также на маленький кубик. Чеснока отрежем шапочку. Нам нужно будет буквально пару зубчиков. Сперва его раздавим и мелко порежем. И после того, как все ингредиенты нарезали, можно перейти к обжариванию. Поехали на плиту. На заранее разогретую сковородку добавляем немного подсолнечного масла и добавляем лук с чесноком. Распределяем по дну и оставляем на какое-то время, пусть поджарится. Пассируем лук, пока он не станет прозрачным. И когда лук стал прозрачным, мы можем добавить сельдерей и морковь.
Перемешаем все это вместе. И пусть пассируется еще минут 5-7. И после того, как овощи более-менее обжарились, делаем небольшую воронку в центре и добавляем томатную пасту. Немного ее обжариваем, чтобы убрать железистый вкус. И когда она немного прогрелась, замешаем с остальными овощами. Теперь самое время добавить фарш. Отодвинем овощи в сторонку и выложим половину нашего фарша. Будем добавлять его постепенно, чтобы он лучше обжарился. Во время обжаривания разбивайте большие куски на маленькие фрагменты, для того, чтобы его текстура стала более нежной. Когда первая партия фарша чуть-чуть обжарилась, можно добавить еще немного. И также замешаем в общую массу. И когда весь фарш схватился, можно замешать с остальными овощами. Фарш стал сочный, овощи немножечко растушились, но это еще не финал. Один из необходимых ингредиентов, но он не супер важный. Если у вас есть красное столовое сухое вино, добавьте стаканчик. Аромат вина придаст блюду очень насыщенный вкус, но не переживайте, через 10 минут весь алкоголь выпарится и останется только густота от вина. Через пару минут добавляем помидоры. Когда помидоры размякли и отдали свою влагу, можем их замешать. На этом этапе можно добавить специи, черный молотый перец, соль, всю кислоту забалансим столовой ложкой сахара и травы, которые мы нарезали ранее. А также для бархатистой текстуры болоньезе нальем томатный сок. Все еще раз замешаем. Сделаем огонь поменьше. Накроем крышкой. И оставим минут на 40. В идеале соус болоньезе тушится в течение 2 часов. Но так как у нас нет времени, мы пришли голодные и очень быстро хотим поесть, можно оставить его всего лишь на 40 минут. И минут за 15 до готовности соуса отправляем вариться пасту. И варим ее аль денте. А как приготовить ее аль денте, вы можете увидеть на упаковке, либо посмотрев одно из моих предыдущих видео. Когда макароны сварились, добавим в них 1 кусочек сливочного масла. Хорошенечко его перемешаем, пусть он там растворится. И дальше начинается основная магия. Возьмем 2 небольшие ложки соуса, добавим их к пасте и также еще раз замешаем. Теперь можем приступить к сервировке. Возьмем порцию макарон и добавим к ним мясной соус. Щедрую порцию. Все это присыпем пармезаном. И можем пробовать. Ну что ж, настало время попробовать. Соус болоньезе томился несколько часов, в моем случае. Но опять же, повторяю, можно это делать и минут за 40. По текстуре идеально сваренные макароны. Что до болоньезе, все растворилось. Отличная консистенция, мясо очень нежное, насыщенный соус. Супер блюдо. Я рекомендую попробовать его приготовить. Оно никого не оставит равнодушным. Друзья, ну и по традиции помните, что жизнь слишком коротка, чтобы кушать скучную еду. Ой.